Извините, я хотел цену посмотреть на кофе. Что? Цену... А, вот наверху, да? Цену посмотреть хотел просто. Спасибо.
ищете? Я здесь жил раньше, наслаждаюсь воспоминаниями. Наслаждайтесь. Пожалуйста. Доброе утро. Здрасте. Здесь с собой хотели? Я просто цены хотел посмотреть на будущее, и все. Спасибо.
Вообще важно, что в зале волчьем коридоре. Может, часть, простите, волчий коридор, он сейчас войдет и... Нет, ну нам сказали, сейчас перекроется. Ну, вы знаете, где это коридор? Вот где-то там, пойдем. всё, Коридор, за вашим коридором. Доброе утро. Здрасте. А куда все пошли? Не знаете? А вы куда, кто? А я просто интересуюсь, все пошли, а я за ними пошел. А они Вы ушли. за ними идти. А куда они пошли? Мне так интересно. Они сниматься пошли. Сниматься? Да. А вы снялись уже? Зачем мне-то снимать? Я 50 лет отработала, никогда не мечтала. 55 лет? Да. Это не мое. А, ясно. Я работала на картинах, но не снималась. А что значит на картинах? Это что значит? В производстве кинокартин. А, Так. Естественно, кучу народу я своих пропустила. понятно. Ну ладно, спасибо, буду знать. Пожалуйста. Детишек снимаю. А мамаши тут, как эти, пускай лучше они отсюда их уведут. Почему? Ну, потому что дети, вот, кто ничего, кто, вот они тут ждали. Пришли 7:30. Какой черт такой рай. И вот он трясет мне там вот одежда висит. Да. Я матери говорю, вот видите, А, да. вы понимаете, что это рассыпется, это денег стоит, причем это древняя вещь. А зачем же это повесили? Это же экспонат. Это экспонат, но чтобы люди смотрели, они трясли снизу, как грушу. Ну а что, А не почему мама понимают? сидит в телефоне, вот так на меня посмотрела, а, И все. да. И вот эти люди приходят сниматься. Я вытащила этого мальчика, говорю, будешь стоять здесь. Он стал верещать. Мама прибежала, пришел, я говорю, убирай волчий коридор, пускай, чтобы я здесь... Слушайте, ну у вас, конечно, адское мощное терпение. Я бы не выдержал. Делать? Что делать? Они дети, они на одном месте сидеть не могут. А мамаша, мне тут было сказано, мы не первый раз. Я говорю, если вы не первый раз, Должны знать. елки зеленые, вы прекрасно понимаете, что если вам сказали к 8, то 8:30 вы совершенно не опоздаете. Понятно. Скажите, а вот вы 55 лет здесь работаете? 50, а не 50. Ну я пятерку вам накинул по доброте Не надо, душевной. Мне 71 год, куда уж мне больше. А, тогда извините. Скажите, а вот мне интересно, а вы видите, как время меняется? Вы чувствуете? На примере людей, Я чувствую, допустим. как разваливается студия. А Петербург? Если не секрет, вы на какой улице? Ну, Я живу на Бурном канале. я на Красного Курсанта жил. А я у Бурного канала Санкт-Петербург. Ну, по-моему, эта студия уже давно разваливается, насколько я слышал, во всяком случае. Но вам виднее, вы здесь работаете. Нет, нам виднее потому, что ее хотят вообще выкупить. А с какой целью? Мне вот интересно. А площади-то какие, извините? Это центр города. Сережа, миленький, ты представляешь, какой я тебя... Пришли дети. Хрен будет разобраться. Это дети. Это дети. Это я против, это дети. Главное, что... Это самое главное, чтобы они голову, чтобы это... Дети, не закружили ладно, голову. мама. Ну, мама, это отдельная песня. Мама. Мама, вы же любите детей? Нет, я
скажи, любых молодых мам. Я запомню эту фразу. Нет, ну такую молодую маму любить не надо, потому что это пень, а не мама. Любую женщину нужно любить. Ну, пускай ее любит кто-нибудь. Там, И даже вас. И даже вас. По-своему, да? Да. Интересно. Нет, ну главное сфинкс. Она же не мама, она сфинкс. Ну, это, если это звезда, то, понимаешь... Нет, она не звезда, у нее дитё может быть стать звездой. За рулем звезда... Она может быть... Знаешь, как говорят, Татьяна Владимировна, за рулем звезда, только по-другому, не езда. Иди. Спасибо большое. Пока. Ну, немножечко позитивчику вам так с утра. Ну, а у меня с утра, я шла и думала, ой, как я спать хочу. Слушайте, проснулся в 11 секунд. Ну, вот. Снег-то выпал, в 10 часов начал. Сначала ветер был, в 10 часов как начало мести, и вот до утра. Утро? Да, вечер. Ну, вот И я вот же до говорю, я утра. была первопроходец. И до утра минуло так здорово. Вот. Ну ладно, всего хорошего. Пойду пошкандыбаю потихонечку. Ага. Это вот этот экспонат. Нет, ну это Ну да. невооруженным глазом видно. Здесь уже кто-то расположился. Я думаю, это более достойный человек здесь. Ух ты, а я не это видел. с этим режиссером я отработал последний. Я вообще с ним работал с первой картины до последней. А что это за... Герман. Алексей Юрьевич. Сейчас есть его сын, Алексей Алексеевич. Лешечка. Ну что, домой? Счастливая? Счастливая. Ну пока нет никого. Вот, а последние 20 лет я уже выучился, я стал директором картины. Вы? А тут, да. Как А почему интересно. нет? А я вижу, вы здесь работаете. А потом... На входе. И вдруг встретила Герман, говорит, слушайте ко мне механиком. Я А говорю, что это такое механик? Киномехаником. Ручку крутите? Ну не ручку. Я шучу. Не надо. Я шучу. Я говорю, Чич, вы что, обалдели? Я говорю, кричите, я пойду из директоров, у меня такая зарплата на вашу... Да. А он говорит, я тебе директорскую буду платить. И платил. А сколько вы лет отработали? 11, я пришла на студию 11 января 1971 года. Я еще не родился. Вот так-так, миленький. Спасибо, очень интересно. Да. Спасибо. Да. Поэтому я вот этих всех людей, вот что ушли, что есть, вот Масленников. Вот он же, вот он приходил тут, я думаю, господи, очень обидно. Я помню его таким, знаете, таким. Ага, ну молодой. Да, шебутным. Да. Который мог. Вот. И тут идет старик, а очень не хочется видеть старика. Я понимаю, что я тоже старуха, но я хочу его помнить тем. И думаю, не приведи Господь встретиться. Интересно. Так и встретилась. Выплывай, и он идет. Таня, здравствуй, елки зеленые. Так вы здесь Здравствуй. всех фактически знаете. По Ты сути. меня каждая собака знает. А вы не думали что-то написать на эту тему? Да что, не приведи Господь. А почему? Нет. Это же интересно. Вот вы мне рассказали, я получил такое удовольствие, вы не представляете. А писать я не буду. А давать интервью я тоже не буду, потому что ты скажешь одно, пишут другое. Зачем мне это надо? Потом отмываться. Ну, спорить не стану я с вами. Вот так-то. Нет, меня... А не жалко, что это все уйдет? Книжка. Не жалко вам? Называется «Большой Герман». Автор этой книги просил у меня дать интервью. Так. Я все... Так. Но интервью нужно было давать по личным таким, не производственным, что там на площадке, Ага. а другим. Я понял ваш намек. Вот. Я подумала, что зачем мне это надо? А знаете, вы немало. Я поговорила со Светкой, ну, мы друзья были со Светой, Кармалитой, с женой Алексея. То есть я была вхожа в их дом. И мои дети тоже. Вот. И поэтому я говорю, она, что ты интервью не даешь? Я говорю, Света, ну вот я сейчас скажу одно, а получится совсем другое. Зачем мне это надо? Да. Но благодарность у меня в книжке есть. Они не ожидали, что я не дам интервью. Не, так вы все-таки дали. Нет. Так, а благодарность тогда за что? Вот.
Они думали, что я дам. А я не дам. Все, я... Благодарность есть, а меня там нет. Я говорю, что сделала, дарите книжку. Благодарность есть, гоните книжку. Она дорогая, слишком мне не купить на мою зарплату. Ты мне дороги не давай. Я говорю, Да, интересно. Но неужели вам все равно не жалко, что вы столько знаете, столько помните? Это я все... зато могу рассказать. Пускай люди помнят то, что я рассказывал. Ну вы рассказываете кому-то? Да, они там студенты приходят. Вот у нас учатся студенты, ребятишки, они все время около меня вертятся. Да. Да. А ведь рассказать-то есть что. И Динара у нас была Асанова. О, девчонка. Да, устное творчество. Трегубович, Аронович, И всех вы знаете. Авербах. Да, вы И еще уникальны. застала Козинцева, которой я работала в выходной день. Так а сколько ему лет-то было? Старенький, он был совсем старенький. Но он пришел к Масленникову принимать его картину. Да. Масленников сдавал ему первую картину. Масленникова еще «Зеленая Волга», как сейчас помню. И Козинцев мне, я тогда, ну, знаете, все равно я была выше. Молодость всё равно Допускаю, выше. конечно, да. И вдруг идет Козинцев, лакет арбуз. Думаю, как же это волокет? Что ж вы делаете? А это вам, вы же в выходной день работаете. Я прямо упала. Вот Обалдеть так. можно. Другое отношение к людям было. Да, да. А сейчас не пойми, не разбери, что вот так тут одна мысль. Я актриса, я актриса. Что ж ты верещишь, что ты актриса? Прямым текстом, да, вам? Да, а вы меня не пускаете. Я говорю, ну слушайте, ну на вас нет заявки. Меня спасло то, что пришла Фрейдлих, которая подает мне паспорт О как. и спрашивает, на меня заявка есть? И актриса-то заявка. Да, это очень... Вот так-то. И все старики делают то же самое. Да, Даже да. вот не совсем старики. Андрей, этот Ургант, он никогда, он, Да, да, да. он всегда тебе паспорт. Ну что, написать там на меня заявку? Вот ребята понимают, что... Да, да. А эти, какой, я говорю, понимаете, я не смотрю. Вы что, кино не смотрите? Я говорю, я смотрю кино. Да вы что? Сериалы не смотрю. Мне некогда. Но вы же знаете происхождение этих людей, наверняка. Вам и спрашивать не надо. Я не прав разве? Ну, я все понимаю. Открытым но- текстом вы мне можете сказать, это не петербуржцы. Вы согласны со мной? Да, говорят, они не очень правильно. Для начала, да. Да, да. Да. Но в фанабере это сколько? Да, да, да. Вот смотри, Нина выросла. Да. Тут девчонка стояла, Сидихина. Откуда я знала, что она Сидихина? Ну, это дочка Сидихина. Ага. На пробу. Стоит, жмется. Да, Я да. говорю, что ж вот такая зажатая-то? Брось, а вот не возьмут, не возьмут. Я говорю, не возьмут, и хрен-то с ним. Я говорю, режиссер Пароход. Режиссер был. Ну, она пошла, все равно Да. выходит. Я говорю, слушайте, не берите его в голову. Не взяли? Не взяли ее, она печальная такая вышла. Мгм. Зато на следующей картине она вышла, бежит, у меня получилось. Вот так-то. Может, Я и говорю, режиссер это уже другой, да? разговор. Да. А здесь и не надо было идти. Он как поэтом был, каким поэтом, такой режиссер. Да, интересно. Спасибо большое. Счастливо. Всего доброго. Вот так. Простите, я не спросил, как ваше имя, отчество? Татьяна Владимировна, Озерова. Очень приятно. Просто я с вами